Сегодня я хочу рассказать вам историю о тишине, о том, что иногда тишина говорит больше, чем слова. Это Катя. Ей 35 лет. Катя всегда была занята, очень занята. Утром она слушала новости, на работе слушала музыку, вечером включала телевизор. Даже когда готовила, слушала подкасты. Тишина пугала ее. «Когда тихо, я слишком много думаю», — говорила она себе. «Лучше чем-то заполнить тишину». Однажды вечером что-то случилось. У Кати сломался телефон, черный экран. Ничего. «Нет, нет, нет», — сказала Катя. Она попробовала включить телефон, потом зарядить. Ничего не помогло. Было поздно. Магазины уже были закрыты. Телевизор тоже не работал. Он сломался неделю назад. Катя посмотрела вокруг. В квартире было тихо, очень тихо. Катя села на диван. Тишина давила. Она слышала, как тикают часы, как шумит холодильник, как кто-то ходит этажом выше. Это было странно. Потом она начала замечать свои мысли. Они приходили одна за другой. Я давно не звонила маме. Я устала от работы. Когда я в последний раз просто сидела? Катя не включила музыку и не взяла книгу. Она просто сидела и слушала тишину. Следующее утро было субботой. Телефон все еще не работал. Катя проснулась без будильника, без музыки, без новостей. Она сделала завтрак, сидела на кухне, пила кофе и смотрела в окно. И ничего не слушала. Это было приятно, неожиданно приятно. После завтрака Катя оделась и вышла на улицу. Без наушников, без музыки. Она шла и слушала город. В понедельник Катя починила телефон. Технически все работало, но что-то изменилось. Теперь каждый вечер Катя выключала телефон на 1 час, иногда на 2. Она сидела в тишине или гуляла без музыки. Однажды вечером позвонила ее подруга Лена. «Привет, ты что делаешь?» «Сижу», — сказала Катя. «И все? «Да, просто сижу». А музыка? Телевизор?» «Нет, ничего, просто тишина». Лена засмеялась. «Ты странная. Тебе не скучно?» «Знаешь, нет, мне хорошо», — ответила Катя. «Тишина — это не пустота. Иногда в тишине мы находим то, что искали в шуме. Мы не всегда находим ответы, но иногда тишина помогает услышать правильные вопросы. Спасибо, что послушали эту историю. Попробуйте иногда посидеть в тишине. Может быть, вы услышите что-то важное.